Друзья, приветствую вас на канале Rustories, где мы изучаем русский язык по коротким увлекательным рассказам. Сегодня я прочитаю вам невероятную историю о жизни испанского Маугли. Итак, поехали! Когда Маркосу Родригес Пантоха было 6 лет, его отец отдал его на попечение старому фермеру. Мальчик стал помогать пасти скот в горах Сьерра-Морена. Но старый пастух вскоре умер, и Маркос остался один. После постоянных побоев от мачехи он решил остаться в одиночестве в горах и не возвращаться в общество людей. Тех небольших знаний, которые успел передать ему пастух, хватало, чтобы не умереть голодной смертью. Он научился охотиться на кроликов и куропаток с помощью ловушек и палки. Я наблюдал за животными и питался тем, чем они. Дикие кабаны ели какие-то клубни, которые они выкапывали из земли, находя их по запаху. Когда они начинали копать, я бросал в них камни. Они убегали, а я воровал клубни. Однажды я зашел в пещеру и увидел там волчат. Я поиграл с ними, а потом заснул. Позже вернулась их мать с добычей. Увидев меня, она сначала зарычала, затем она начала делить мясо. Один волчонок оказался возле меня. Он получил свою долю, и я попытался ее украсть, потому что тоже хотел есть. Мать царапнула меня лапой. Я отскочил. Накормив свой выводок, она бросила мне кусок мяса. Сначала я боялся его брать, потому что думал, что она снова на меня набросится. Но она подтолкнула его ко мне носом. Я взял его, съел, все еще опасаясь, что она меня укусит. Но она высунула язык и стала меня облизывать. После этого я стал частью ее семьи. Маркос также говорит, что дружил со змеей. Она жила со мной в пещере, которая была частью заброшенной шахты. Я сделал ей гнездо и поил козьим молоком. Она ползала за мной и защищала меня. Эти друзья спасали его от одиночества. Он чувствовал себя одиноким только тогда, когда не слышал животных. В таком случае он подражал их голосам. Он все еще может воспроизводить голоса оленей, лисиц, орлов и других зверей. Услышав их ответ, я спокойно засыпал, зная, что они меня не покинули. Мало-помалу крики и рычания вытеснили его словарный запас. Маркос перестал говорить. Его нашли испанские жандармы, которые силой отвели его в небольшой поселок Фуенкальенте у подножия холма. Испанский писатель и преподаватель антропологии из Университета Балеарских островов Габриэль Ханер Манила разговаривал с Маркосом и снимал его на видео.
через 10 лет после его возвращения к людям. Он рассказал: «Моим первым впечатлением было восхищение. Передо мной был приветливый молодой человек, стремившийся к общению, несмотря на свои ограничения. Но, услышав его историю, я сначала не поверил. Я подумал, этого не может быть. Впрочем, его рассказ был очень связным и красивым. Кроме того, он всегда упоминал одни и те же моменты, пересказывая его. Тогда я решил проверить факты. Ханнер Манила поехал в места, упомянутые Маркесом. Я пообщался с теми, кто имел с ним дело, когда его нашли, кто приглашал его к себе домой, со служащим, который помог ему впервые помыться, со священником, который заботился о нем. Все эти люди вспоминали о его диком характере, незнании социальных норм, неумении соблюдать правила. Их отзывы совпадали с тем, что говорил Маркос. О своем возвращении в общество Маркос вспоминает как о самом страшном времени в его жизни. Я не знал, куда деться. Все, чего я хотел, это опять бежать в горы. Все было мучительно. От посещения парикмахера Маркос думал, что тот перережет ему горло своей бритвой, до драк с мадридскими монахинями, которые заставляли его спать в постели. Чтобы привыкнуть спать, как другие люди, ушло очень много времени. Когда Маркос впервые увидел перед собой миску с супом, он не знал, что делать. Подумав, он зачерпнул суп ладонью. Жидкость оказалась горячей. Маркос подпрыгнул, а миска упала на пол и вдребезги разбилась. Однажды он снял небольшую квартиру и пригласил меня к себе, говорит Ханнер Манила. В спальне не было кровати и мебели вообще. По всему полу были разбросаны одеяла, а также мятые страницы журналов и газет. Словно здесь побывал какой-то зверь. Увидев это, я спросил, неудобнее было бы спать в постели. Он ответил отрицательно. Больше всего Маркоса беспокоил шум, суматоха и суета человеческого общества. Я не мог выдержать этот шум. Все эти люди сновали туда-сюда, как муравьи. По крайней мере, муравьи движутся вместе в одном направлении, а люди кто куда. Я боялся переходить через дорогу. Мадридские монахини дали ему несколько ценных уроков. Они научили меня правильно спать, есть, а также привязали мне к спине дощечку, чтобы я ходил прямо. Ведь после гор я был весь сгорбленный. На некоторое время его даже посадили на инвалидную коляску, потому что он не мог ходить, когда с ног удалили все мозоли. Далее
Его ждали частые смены работы и даже короткий срок в армии. Люди постоянно пользовались наивностью Маркоса. Он жил в трудных условиях, пока не познакомился с одним офицером полиции в отставке. Тот пригласил его жить в Ранте, небольшое село около города Оренца на северо-западе Италии. Сейчас, когда ему под 70, Маркос практически ни на кого не держит зла. Но все же удивляется, почему государство заставило его вернуться из гор, но не подготовило к жизни в обществе. Когда я вернулся, они должны были отправить меня в школу, научить говорить и вести себя в этом мире. Зачем было сразу же заставлять меня выполнять общественные работы и нести военную службу? Чтобы я научился стрелять и убивать людей? В Ранте Маркос живет около 15 лет. Все знают и уважают его. Он живет в небольшом домике с низким потолком, что делает его похожим на пещеру. Крошечная веранда заставлена цветами и растениями в вазонах. В углу комнаты стоят пианино и гитара. Маркос научился играть на слух и играет весьма неплохо. По его словам, у него было несколько подруг, но сейчас он один. Впрочем, у него много друзей и тех, кто его любит и помогает ему. Он больше не работает. Ему платят крохотную пенсию за травму, которую он когда-то получил на работе. При любой возможности он подрабатывает в единственном баре Ранте. Думал ли он когда-нибудь о том, чтобы вернуться в горы Сьерра-Морена? Да, я часто об этом думал. Но я уже привык к этой жизни. Здесь есть много такого, чего там не было. Например, музыка или женщины. Женщины – это важная причина оставаться здесь. Я уже привык и теперь останусь там, где я есть. Друзья, по-моему, действительно удивительная история. Если вы со мной согласны, то не забудьте поставить лайк этому видео. Это действительно очень важно для нас. И, конечно, мы всегда с огромным удовольствием читаем ваши комментарии к нашим рассказам. Друзья, у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Огромной вам удачи и пока!